Привет! Сегодня я расскажу вам про свою новую работу. Это будет самый обычный балкон. Для изготовления оконных рам мне понадобятся рейки, нарезаю их на части необходимого размера. И склеиваю, начиная с балконной двери, потом присоединяю к ней окно, и получается вот такая рамка. Эту рамку обклеиваю рейками потоньше и пошире, и еще один слой уже декоративный. Всего получается вот такая трехслойная конструкция. Остается добавить только перегородку для форточки и закрыть вот эту часть двери. И прохожусь прям вот так огнем, чтобы убрать все крупные заусенцы. Вот такие получаются окна, они будут двухкамерными. Самая важная часть балкона — это плита. Мне понадобится проволока, скручиваю между собой 4 отрезка, чтобы получилась арматура. Из рейк толщиной 5 мм делаю опалубку, просто вот такой прямоугольник. Изготавливать плиту буду из гипса, вода, гипс и немного песка с мелкими камушками. Сначала гипс наливаю тонким слоем, в один из углов вкладываю арматуру и после добавляю гипса доверху. Немного встряхну, чтобы все утрамбовалось, не вынимая из формы, обрабатываю о наждачную бумагу и снимаю опалубку. Немного выпячиваю арматуру наружу, дом будет не новый, скалываю угол плиты, чтобы показались внутренности. И на такой маленькой площади мне необходимо разместить огромное количество различных деталей. Из каждой такой коробки дополнений для диорам я возьму всего по паре предметов. Самый крупный на балконе будет мебель, ее необходимо для начала склеить, и еще будет двухколесная техника, в разобранном, конечно же, виде. Детали сделаны из латуни, сгибаю их и соединяю, склеивая с помощью ультрафиолетового клея. И еще много всего, в основном отлитого из смолы. Бумажные детали отрезаю полоску, распечатанного на картоне линолеума, и скручиваю его в рулон. Подклеиваю немного, чтобы он не развалился. Картонные коробки я использую для того, чтобы упорядочить все мелочи, например, журналы. Вырезаю их, и еще там будет очень много всего. Плакаты, карты, газеты. Всю эту макулатуру складываю в коробку, а в другой будут скручены обои-рулоны. Чтобы мне изобразить игрушки, я взял вот такие маленькие фигурки в 350 масштабе для моделей флота и маленькие машинки для макетов в масштабе 1 к 500. Разбросаю немного инструмента, просто обычные рожковые ключи, крашу их в цвет стали, и посуда. Буду использовать только прозрачную, фужеры, бокалы и стаканы, тоже запакую их в коробку. Такое распределение слегка разгрузит хаос. Диорама не типичная, она будет вертикальной. Для основы я взял переплетный картон. Хорошенько смазываю клеем ПВА и склеиваю между собой два куска, они разных размеров. Дальше к картону приклеиваю деревянные рейки, делая как бы такую решетку. А по всем сторонам приклеиваю 2-сантиметровый пенополистирол, делая опалубку, в которую заливаю гипс с добавлением фиброволокна. Нижнюю часть необходимо утяжелить, накидываю туда болтов и гаек и заливаю все это гипсом, так диорама будет гораздо устойчивее. Для изготовления стены мне понадобится 2 куска пенополистирола, на одном из них размечаю и вырезаю проемы под окна, а на второй, который будет за этими окнами, уже начинается комната, и там вырез побольше. Помимо окон делаю все необходимые прорези для установки плит. Чтобы все эти вырезы облагородить, просто обклею их пластиком, а внутреннюю часть покрашу в черный, чтобы она не отсвечивала. Хотя окна будут занавешены. Для того, чтобы изготовить шторы, мне понадобится непрозрачная ткань. Наношу на нее клей и прям полностью вот это пространство закрываю. И теперь эти две заготовки можно соединить друг с другом. На подоконнике будут растения. Из такой веточки сделаю куст, замотав его проволокой в наперсток, наливаю немного гипса и этот куст высаживаю туда. Цветы, они вырезаны лазером и будут стоять вот в таком кувшине с цветком. Сначала воткну немного зеленых веточек и потом, срезав цветки, на эти ветки их приклеиваю. Вот так вот. Благодаря крыше картина будет смотреться более завершенной. Из рейк сделал вот такой простенький каркас, он будет находиться прям в нише внутри. А листы изготовлю из металла. Это обычная баночная жесть. Вставляю ее в штуковину для выдавливания зубной пасты. Получается вот такое вот рифление.
Все эти заготовки разрезал на листы равных размеров и склеиваю их между собой в одну длинную полоску. Ограждение балкона сделаю с помощью пластиковых прутков. Чтобы эту конструкцию было удобно собирать, несколько палочек приклею к листу пластика и потом заполню все пространство, чтобы получился вот такой заборчик. Из уголков сделаю П-образной формы основу, к которой этот заборчик приклеиваю, и сверху тоже. Вот так просто, но это не просто было вообще-то. Пластиковые трубочки понадобятся для того, чтобы сделать водосток, разрезаю вдоль, а потом на части равной длины. И из этих желобков делаю конструкцию на всю длину крыши. Также сделаю и трубу, использую изгибы для того, чтобы подвести ее к желобу. Крепление сделаю с помощью малярной ленты и проволоки, а верхняя часть будет держаться на вот таких крюках. Все внешние комплектующие изготовлены, и после этого я их загрунтовал. Оконные рамы покрашу в светло-голубой цвет. Стекла будут сделаны из прозрачного пластика, вырезаю прямоугольник необходимого размера, снимаю защитную пленку и вклеиваю окно внутрь. И после две рамы склеиваю между собой. Некоторые детали покрасил из баллона. Приступаю к покраске наполнения балкона. Шкаф будет фоновым предметом, он самый темный. И очень много белых предметов. Я оттенил их, добавив в белый, желтого и синего. Балкон будет буквально переполнен всем, поэтому некоторые части очень цветные, чтобы визуально за них зацепиться. Стена будет кирпичная. Для ее изготовления мне понадобится паста для лепки. Раскатаю ее с помощью скалки в равномерной толщины лист. Для кирпича мне понадобится текстурная скалка и необходимо сделать направляющий из рейк, чтобы рисунок никуда не уполз. Аккуратненько прокатываю скалку по поверхности, чтобы кирпич четко отпечатался. Мне понадобилось 6 попыток, чтобы сделать 2 ровных листа. Обрезаю один край, чтобы они ровно стыковались друг с другом. Для начала вырезаю все проемы грубо, оставляя большой отпуск, потому что этот материал при высыхании сильно сжимается, а после полного высыхания приклеиваю его к поверхности на толстый слой клея ПВА. И после обрезаю все лишнее в стык с проемом. Можно вставить плиты, и это уже, похоже, начинает быть на дом. Цвет кирпича будет грязно-желто-коричневый, прям накидываю на загрунтованную в светло-желтой поверхность разные оттенки, перемешивая их между собой. После этого серым холодным цветом выделяю некоторые отдельные кирпичики. Дальше наношу масляную краску цветом темнее кирпича и прямо на поверхности вот так ее растушевываю. Оставалось свободное пространство за балконной дверью, и туда я решил поставить коробку с руками и удивленным от такого большого количества хлама на балконе, лицом. И с боксерскими перчатками. Разбавителем убираю излишки масляной краски с поверхности кирпича. Лицевая часть работы будет оформлена деревянной рамкой, а боковые я закрыл 2-миллиметровой бальсой. Ставлю коробку на свое место, устанавливаю водосток. Вставляю окно, приделываю карнизы, устанавливаю ограждение на плиту. Для некоторых деталей нужны декали. Сбоку будет свисать гобелен. Сначала внутрь устанавливаю крупную мебель, а потом на нее ставлю мелкие детали. Все заготовки, коробки, газеты, снаружи ограждения будет висеть велосипед, а на крыше пару голубков. Рамку я покрасил в черный цвет, а окна немного загрязнил. На кондиционере будет лежать кот, добавил пару бабочек и разбросал немножко желтых листиков. Вот как-то так и живем. При подготовке к этой работе я столько насмотрелся всего, у меня самый приличный из всех неприличных балкон. И мне понравилось, что внутри там срач, а снаружи четкая форма. Понятно, что это дом. То есть все четко разделено, а не так, как у меня было с мусоркой. Пока!